Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина вас вспоминает? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так. Вы знаете, вот вы настолько вообще сильная личность, вот как бы вам ни казалось, да, что бы вам ни говорили, недоброжелатели, так сказать, вы вот как мужчина, как личность, вы настолько сильный и выносливый, это и физически, и морально. Причем в вашей жизни очень много было событий, вот именно я имею в виду вот негативных, которые вы чувствовали, ну, их приближение, что ли. У вас очень сильно развита интуиция. Вы очень хорошо разбираетесь в людях, вы умеете вот считывать просто человека. Знаете, как вот бывает, познакомишься, допустим, с человеком, и ты чувствуешь, что вот насколько он хороший, плохой. Вроде бы тебе плохо ничего не сделали, но ты понимаешь, что как-то некомфортно, что-то не так, да, а потом ты узнаешь реально, что человек не очень хороший. Вы умелый очень, вы, возможно, даже владеете ни одной профессии, да, может проигрываться, что, ну, такой вот вы рукастый, мастер на все руки, вы отремонтировать можете, там, смастерить, может быть, даже кто-то дом может построить. Ну, очень такой вот вы активный человек, вы абсолютно не домосед. Я не могу сказать, что вы любитель вообще сидеть дома. Вы такой вот человек деятельный, вам постоянно нужно куда-то бежать, лететь, что-то делать. Ну, в принципе, лентяем, но никак я не могу вас назвать, скорее наоборот. По деньгам, ну, скорее средний у вас такой достаток, особых финансовых проблем я у вас не вижу. Но вот знаете, где ваша слабинка? Вот вы таете перед любимой женщиной. Вот это ваша слабинка. Вот когда вы влюбляетесь, вы становитесь просто ручным. Вот этот сильный, выносливый мужчина, когда влюбляется, вот вы становитесь просто ручным. Из вас можно вить веревки. Это, конечно, с одной стороны, это хорошо, как, ну, для женщин хорошо, да? Потому что вы становитесь покладистым, на все согласны, на все готовы туда. Для женщин это вообще хорошо. Но иногда нужно притормозить, нужно уметь отказывать, да, вот я в своих некоторых видео рассказывала, что нужно даже с любимым человеком иногда уметь говорить слово «нет». И вкладываться и кружить человека нужно дозированно. А вы вот, когда влюбляетесь, во-первых, вы одеваете розовые очки сразу. Вы не слушаете, даже если вас окружающие, там, друзья, приятели, родственники, может быть, даже отговаривают, да, вот часто бывают ситуации, когда знакомят там с приятелями свою, допустим, новую пассию, а друзья говорят, ну, как бы со стороны, да, что, ну, кого ты себе выбрал, посмотри, она же и такая, и такая, и такая, да, зачем тебе это надо? Вы в такие моменты не слушаете никого. Вот розовые очки, все, люблю, куплю и так далее. То есть вот это ваш, конечно, главный косяк по жизни есть. Так, в личной жизни, так, давайте-ка посмотрим вот именно на личную жизнь, что сейчас происходит. Нет, ни о какой личной жизни я не вижу вообще, даже речи не вижу. Состояние подавленности, состояние такого, знаете, вот какой-то ненужности. Вот я не вижу, чтобы вы чувствовали себя нужным. Вы хотите очень сильно, хотите влюбиться, да, вам хочется влюбиться. Но опять же, вам тяжело влюбиться, и вы в это не особо верите. Вот есть у вас и недоверие, есть какая-то настороженность. То есть вокруг вас даже женщины и флиртуют, и как-то заигрывают с вами. Вы же особо этого не замечаете, вы на это не поддаетесь. Хотя, да, вам очень хочется и отношений, и всего, то, что сопровождает отношения. Да. Ну вот вам сейчас душевно, но не очень комфортно.
Вот не очень. Это может проигрываться и боль от вашего разрыва. Это может быть разочарование в женщинах. Это может быть вообще какое-то недоверие, да? Ну, то есть такое состояние я иногда называю, ну, забиться в угол и плакать, да, вот, ну, грубо говоря, для сравнения. Когда хочется иногда даже самого себя пожалеть. Просто от безысходности, просто от какой-то ненужности. Я не вижу в вашем окружении особо таких вот прям, ну, друзей, приятелей, которые прям, ну, примчались бы по первому зову. Да, у вас есть круг общения, там можете потусить, но вот таких, чтобы прям надежных таких, особо такого окружения я не вижу. Вот, знаете, бывают периоды, когда вы как волк-одиночка. Вот сами стараетесь как-то справляться со своими проблемами, вы не хотите никого грузить. Ну, то есть бывает такое вот отшельничество с вашей стороны. Итак, давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад. Кто же вас вспоминает? Так, ух ты, какая дамочка. Смотрите, пришла женщина, довольно неплохо выглядит, вся из себя такая. Причем женщина старше вас по возрасту. Женщина из вашего прошлого, вы ее прекрасно знаете. Причем она намного старше вас. Ну, как бы это и на 10, и, может быть, ну, как бы, может быть, даже на 20 лет старше. Женщина, которая в каком-то смысле у вас связана вот с враньем. Давайте уточним, что за вранье и как она связана. Что за женщина? Почему она связана с враньем? Но это не бывшая, ребят. Это не бывшая. Да уж, да уж. Смотрите. Сейчас вы будете в шоке. Ваш шок будет по колено. Ваш шок будет в шоке. Смотрите, мне это напоминает вот вашу бывшую тещу. Эта дама, она очень, да, это однозначно, вот она как бы, она связана с вашей зазнобой, с которой вы разошлись. Смотрите, это ее мать проигрывается. С бывшей вы разошлись, все. Почему она вышла у нас в раскладе? Эта женщина, ваша теща, о которой я сейчас говорю, она давно в вас была влюблена. Сейчас у вас будет шок. Женщина, которая очень сильно вас ревновала к своей дочери. Причем у вас, вернее, у них из-за вас случались конфликты. Знаете, ваша даже бывшая, периодически она замечала, что мама как-то не так к вам относится. У них даже был неоднократный разговор и скандал вот из-за вас. Вот она пыталась с ней как-то даже прояснить отношения. Женщина вот сейчас вас вспоминает. И знаете, даже может проигрываться, что вот кто из вас даже, может быть, общаетесь, там с тещей где-то пересекаетесь, с бывшей тещей, я имею в виду. Вот она может показывать свою какую-то вот при общении агрессивность, но на самом деле это маска. Я сейчас говорю о тех, кто, может быть, периодически где-то там видится, как-то, да, пересекается с вашей бывшей тещей. Вот если вы пересекаетесь, да, ну, опять же, вот это ее напускная такая злость какая-то, нападки, это все, ну, завуалированная симпатия. Даже я бы сказала, здесь больше, чем симпатия, здесь влюбленность реально была. Что она от вас хотела, да, вот просто вы ей нравились или что? Ха-ха. А вы знаете, она не прочь была бы с вами зароманить. Ваша бывшая теща. Ребята, напишите в комментариях, что вы сейчас чувствуете, какое у вас состояние после того, что вы сейчас услышали. Вот она вас воспринимала, понимаете, когда вы были в отношениях, ну, как бы с ее дочерью, да,
Вот эта ваша дамочка, бывшая теща, так сказать, она очень сильно ревновала и переживала, что она ничего не может сделать. Как бы ей в открытую она не может вам открыться, там, я не знаю, роман предложить, но все-таки она мать вашей жены, да. Поэтому ей приходилось, ну, не то чтобы прятаться, скрывать свои отношения, влюбленность к вам она скрывала. Но я вам скажу, даже может у некоторых проигрываться, что до сих пор симпатия осталась. Особенно вот у тех из вас, кто не очень давно разошелся. Вот она вас воспринимала как более молодого, вот как говорят обычно женщины, да, молодой самец, грубо говоря, да, никого не хочу обидеть. Но вот она вам настолько симпатизировала, вот вы типаж ее любимого мужчины. Вот такого типажа мужчины, вот каким вы являетесь, она и любит, она симпатизирует таким мужчинам. Ее очень сильно огорчало то, что она не может никак вот повлиять на ваши отношения. Хотя, опять же, я вам скажу, что она приложила руку к тому, что вы начали ссориться, что между вами вообще начались проблемы. Что она делала? Давайте уточним. Она поначалу сомневалась, стоит ли мешать, стоит ли что-то делать. Смотрите, у нее расчет был на то, что вот вы разругаетесь, разойдетесь, и тогда она сможет с вами как бы зароманить. Причем я даже скажу, у некоторых может проигрываться, что она даже с помощью магии пыталась вас развести с вашей бывшей. У нее это не очень получалось, потому что она, ну, как бы дилетант в этом. Но ей очень хотелось вас заполучить. Вот она мечтала, да, она сомневалась, стоит ли разводить, как бы, да, ну, дочь все-таки. Сейчас рассказываю абсолютно по-простому, да, может быть, кого-то это смущает, да, кто впервые на моих раскладах, да, потому что, ну, как, ну, не хочется мне говорить, вот туз пентаклей, дама пентаклей, там четверка мечей, да, ну, неинтересно это. Поэтому я вот по-простому, по-народному, еще и с психологическим уклоном вам рассказываю. Смотрите, будет ли дама что-то это делать? Давайте-ка уточним, будет ли она как-то с вами сближаться. Вот у нее постоянные сомнения. Вот сомнения, она и не против бы сейчас с вами зароманить. Но опять же, я очень сомневаюсь, что она что-то сделает, потому что вот она побоится вот своей дочери. Вот именно ваша бывшая ее останавливает. Ну, это на уровне совести, наверное. Вот она все-таки как мать, вот она, наверное, пересилила свою симпатию к вам. Вот она вряд ли будет вам открываться, она вряд ли будет что-то делать, но симпатия, опять же, может даже проигрываться до сих пор до вас. Ну, к вам есть, вернее. Ее симпатия, знаете, настолько вот на уровне каких-то вот инстинктов. Инстинкты, причем это уже, ну, такое, знаете, состояние женщины в возрасте, когда уже, ну, женский век уже как бы такой, пусть не очень-то он и короткий, но последняя лебединая песня, так скажем, да, она прекрасно понимает и о своем возрасте, она прекрасно понимает, что ну, молоденькие мужчины вряд ли на нее будут уже смотреть, ну, разве что по какой-то выгоде. А здесь как бы свой родной зятек, да, попался в сети. Но вот дочка все перечеркивает, понимаете? Вот она чисто по-матерински, вот она побоится портить окончательно отношения со своей дочерью. Ну, представьте, какой был бы трэш, да? Вот разошлись вы с бывшей, а тут мама с вами начинает роман, теща, то есть. И приводит вас в дом, да, сейчас будем жить, доченька, да, вот твой бывший муж, теперь мой муж. Ну, представляете, трэш этот. Поэтому нет, она не решится на это, именно вот материнские чувства, какие-то вот чувства долга перед дочерью, они все-таки пересилят ее. Поэтому она так пострадает по вам, она повспоминает, и на этом все закончится. Вот такие дела, ребята. Я думаю, многие из вас шокированы сегодня были. Напишите в комментариях, что вы чувствуете после услышанного. Причем я вам скажу, может даже проигрываться ситуация, что теща даже могла где-то за вами вот подсматривать, когда вы жили.
Ну, я не знаю, там в душе, не в душе, ну, то есть может и такое проигрываться. Вот она за вами подсматривала, именно когда вы там были в неглиже. Вот так я вам шока еще добавила. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!